Всем привет! Сегодня я решила показать, как сделать красиво донышко фанерное оплести, когда мы прикрепляем стойки с помощью степлера. Как видели на фотографиях, абсолютно не видно наших вот этих вот загнутых стоечек, как мы их прячем. Это наша веревочка из 3 из 4, только немного другим способом. Этот способ уже не секрет, его многие применяют, но я решила вам его показать тоже. У меня он был раньше в роликах, но покажу еще раз. Смотрите, подставляем мы наши трубочки сразу за 2 стоечки. Одну трубочку, вторую трубочку таким образом. Если вам нужна веревочка из 3, значит мы добавляем 4 трубочки. Если мы берем веревочку из 4, плетем, значит добавляем 5 трубочек. Но говорю сразу, я сейчас покажу вам два варианта. Сплетем веревочку из 3 с помощью 4 трубочек и посмотрите, как оно выглядит. А потом добавим еще одну трубочку и посмотрим, как будет выглядеть с добавлением еще одной трубочки. Теперь мы плетем, заводим. Смотрите внимательно, куда я завожу, и делайте так же. Мы заводим не за следующую стойку, а вот таким вот образом накладываем их друг на дружку. Обязательно сзади, с задней стороны, где у вас форма, с внутренней стороны, вы прокладываете так трубочку, чтобы она у вас легла на самое донышко, чтобы она не висела в воздухе. Поэтому, если у вас сильно плотная форма, то нужно ее немножко уменьшить, чтобы не была такая сильно плотная, иначе у вас трубочка туда не пройдет. Наращиваем трубочку и проплетаем. Как видите, при таком плетении веревочка из 3 с помощью 4 трубочек все равно видны снизу вот эти наши завороты от стоек. Я сейчас еще немного проплету, но потом я добавлю еще одну трубочку, так как меня этот вариант не устраивает. Аккуратно проплетаем уголочки. После того, как я проплетаю уголки вот этой веревочкой, я потом добавляю еще по одной стоечке и буду плести на уголках с помощью 3 стоек. Здесь у меня двойные, а потом будут на уголках будет тройная стойка. Как я буду плести вот этот сам весь короб, у меня будет еще дальше ролик, продолжение следует, как говорится. И там я покажу полностью уже, как я плету весь короб. Теперь смотрите, как я и говорила, вот они наши 4 трубочки. Мы добавляем 5-ю для того, чтобы у нас получилась веревочка из 4. Также добавляем и также плетем, только с добавлением еще одной трубочки. Так она будет пообъемней и, соответственно, она больше прячет наши недочеты со степлером. Если вы сорвалось немного, сейчас накрутим. Если вы аккуратно все сделаете с 2 сторон, то у вас не будет видно практически вот этих вот загибок, уголков от стоек, ни с внутренней стороны, ни с наружной. Вот видите, разница в чем? Сейчас ее практически не видно, если только хорошо приглядываться. Аккуратно заворачиваем на повороте и проплетаем так по кругу, после чего мы будем заканчивать наш ряд. Я сейчас покажу, как это сделать.
Подошли мы к окончанию нашего ряда. И теперь смотрите, видите, у нас наши вот эти хвостики, они должны остаться сверху наших рабочих трубочек. Проплетаем дальше, так же как и плели, но хвостики поднимаем вверх, меняем их местами. Если у вас нет формы, то там проще будет, с формой будет немного сложнее, но нормально. Поднимаем, меняем, сейчас поменяю местами, чтобы обязательно наши хвостики оказались под низом, наверху, извините, а рабочая трубочка должна быть снизу. Вот таким образом сейчас мы их сменим местами. Ничего не напутайте. Вот так. Теперь на этом этапе мы останавливаемся и делаем другую манипуляцию. Вот видите, наша первая трубочка начинает выходить, а последняя сейчас зашла за нее. Теперь мы обрезаем хвостики наши, которые изначально были, таким образом, чтобы они цеплялись за наши стойки, чтобы они не выскочили на изнаночную сторону под острым углом. И будем их сейчас закрывать. Как я и говорила, плетение это не новое, это уже многие знают, но кто не знает, посмотрите. Иногда очень спасает, когда хотите спрятать свои от степлера стоечки загнутые. Заканчиваем ряд точно так же, как мы заканчиваем обычные наши веревочки из 2, из 3 и из 4. Единственное, что мы вот эти срезанные кончики прячем за нашими трубочками. Кто не знает, как делать элементарную веревочку, ситец и все остальное, у меня есть плейлист для новичков. Приходите, смотрите там уроки. Там есть подробно, медленно все показано, как что плести. Немного придавили, чтобы оно у вас все было одинаково. Лишние трубочки я обрезаю или можно их спрятать. Нужные мы наращиваем, смотря что вы дальше будете плести. Я плету веревочку из 2, поэтому оставляю 2 трубочки и плету свою веревочку. Вы плетете то, что вам нужно. Если вам надо веревочка из 3, значит оставляете трубочки 3 и плетете дальше то, как вам надо. Или обрезаете полностью все и прячете. На этом, в принципе, все, что я хотела вам показать на этом этапе, это все. Смотрите, вот так выглядит с внутренней стороны наша плетеная веревочка, объемная веревочка, скажем так. Вот так она выглядит с наружной стороны. Смотрите, самый первый ряд. Я думаю, что многим понравится, потому что оно реально прячет все наши недочеты, которые мы хотели спрятать при работе со степлером. Ну, на этом все. Всем творческих успехов и увидимся в новых роликах. Не забудьте подписаться на канал.